Это трейлер сериала Zero Day. По сценарию Китай начинает вторжение на Тайвань. Пекин исторически считает его своей территорией. Сняли сериал на самом Тайване. Он еще не вышел на экраны, но уже вызвал чуть ли не международный скандал. Создателей, среди прочего, обвинили в том, что они провоцируют Пекин и подталкивают его к реальному вторжению. А мир между двумя соседями так хрупок, что каждая мелочь может начать реальную войну. Мы на Тайване, чтобы понять, почему эта точка на карте стала предметом геополитических споров сверхдержав. Как на самом деле здесь готовятся к возможной войне? И готовятся ли вообще? Или напряжение разогревают только политики? Ну и киносценаристы. Для большинства китайцев Тайвань – это Китай, без сомнений. Лучшее, что мы можем делать, это готовиться к войне. Все будет двигаться в сторону получения Тайванем полноценного справедливого статуса. И Китаю придется с этим смириться. Тут никто не хочет никакой войны. Сравнивать нашу ситуацию с Крымом неправильно. Тайвань уязвим, и ему необходимо что-то срочно предпринимать. Тайвань, официальное название Китайская республика, это 24 миллиона человек. И живут они на территории, которая в 2 раза меньше Грузии, в 16 раз меньше Украины. Это одна из самых густонаселенных территорий в мире. Хотя если сравнивать с большим северо-западным соседом, КНР, то там одна только армия насчитывает 2 миллиона человек. Это как все население тайваньской столицы Тайбэя. Сравнение это не случайно, ведь уже более 70 лет Тайвань живет в ожидании вероятного вторжения со стороны КНР. Потому-то скандальный сериал Zero Day и наделал столько шума. О нем пишут ведущие мировые СМИ, о нем спрашивают политиков. А еще сериал уже оценили в Пекине. Пару недель назад наш инвестор и один из наших советников были объявлены Китаем в розыск. Одной из причин стало то, что они финансировали съемки сериала. У нас в съемочной группе есть люди, которые при работе над этим проектом решили использовать псевдонимы вместо настоящих имен. А некоторые актеры отказались участвовать в съемках из-за возможного давления со стороны Пекина. В Пекине Zero Day назвали антикитайской пропагандой, с чем авторы сериала, конечно, не согласны. Говорят, фильм не про некое абстрактное вторжение, а про реальные страхи жителей Тайваня, с которыми они живут каждый день. Становиться провинцией Китая здесь не хотят. Более 30 лет местные социологи проводят опросы с одним и тем же вопросом. Считаете ли вы себя китайцем и тайваньцем одновременно или же только тайваньцем? Вот смотрите, зеленая линия — это те, кто считают себя тайваньцами. Видите, как резко растет их число? И после 2008 года они становятся большинством. Мы это объясняем тем, что в 2008 к нам стало приезжать много китайских туристов. И люди здесь, на Тайване, увидели, что мы и китайцы на самом деле не один народ, как нам говорили много лет. Мы очень разные. В 1927-м началась гражданская война в Китае между коммунистами во главе с Мао и силами Китайской республики, которыми руководил Чан Кайши. В 1949-м коммунисты победили. Чан Кайши, а с ним еще 1,5 миллиона человек, бежал на Тайвань и учредил правительство в изгнании. Обе стороны при этом считали дело незавершенным. На материке мечтали об окончательной победе и возвращении Тайваня и бежавших на него сограждан в родную гавань. На Тайване строили планы по свержению режима Мао, который сделал Китай оплотом коммунизма в Азии. А сами тайваньцы решили пойти другим путем. Но и на Тайване демократии не случилось. Чан Кайши стал жестоким авторитарным лидером с имперскими замашками. Многие его называют диктатором. Вся оппозиция уничтожалась, иногда физически, а на каждой площади стоял памятник великому Чан Кайши. Сам он мечтал получить полную власть в Пекине и триумфально туда вернуться вместе с армией. Детям в школах рассказывали о едином Китае, который обязательно воссоединится, когда Китайская республика, Тайвань, победит Китайскую народную республику, то есть Компартию.
Так продолжалось до середины 90-х, пока к власти на Тайване не пришел первый избранный президент. И теперь тут точно полноценная демократия с выборами, независимыми СМИ, свободами и правами. Памятники Чан Кайши поубирали с площадей и свезли сюда, в специально построенный парк-музей. И прямо сейчас на Тайване растет первое поколение детей, которым не преподают историю Китая, и они не хотят никакого воссоединения. Идеи об общем великом прошлом для них примерно так же ценны, как эти никому не нужные статуи бывшего национального лидера. Вот часть про КНДР, ООН и Чан Кайши. А вообще про Китай много в учебнике? У нас теперь нет отдельно про Китай. Есть про Тайвань и про историю Восточной Азии. И в эту часть включен Китай. Отдельной главы нет. Яо Чинь и Чунь Юй – старшеклассники одной из самых престижных школ Тайбэя. В ней учатся только мальчики. Один хочет после школы изучать политику, другой – технологии. Но не сразу. Сначала обоих, как и всех совершеннолетних мужчин, их ждет обязательная военная служба. В этом году ее срок впервые в истории продлили с 4 месяцев до года. Мне кажется, что такое продление сроков службы дает сигнал всем в мире, что Тайвань готов сам себя защищать, а не только надеяться на помощь США и других стран. Люди старшего поколения могут до сих пор считать себя китайцами, и они могут считать нашу страну частью материкового Китая. Но молодые люди так точно не думают. Мы считаем, что Тайвань — это независимое государство. Суверенитет Тайваня официально признали лишь 12 государств в мире. Крупных держав среди них нет. Ссориться с КНР никто не хочет. В Пекине говорят о том, что единый Китай, тот, что и с Тайванем как провинцией, это лишь вопрос времени. В последнем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпинь назвал воссоединение неудержимой исторической тенденцией и призвал жителей обеих сторон Тайваньского пролива сплотиться для возрождения нации. Конечно, мы на Тайване должны готовиться. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать военного вторжения со стороны Китая. Такова официальная позиция Китайской республики Тайвань. Хочешь мира — готовься к войне. Хотя сам Тайбэй, по словам замминистра иностранных дел, ни с кем воевать не хочет. Мне кажется, что в сердце председателя Си Цзиньпиня, конечно, сохранилось это очень сильное желание завоевать Тайвань. Если Россия победит в войне против Украины, то это может вдохновить Китай на подобное вторжение. Но мы видим, как Украина сопротивляется и как весь мир оказался на ее стороне. И если вы посмотрите на то, как Россия из-за войны теряет свой авторитет, свою честь и своих сторонников в мире, я думаю, что Китай тоже дважды или трижды подумает, прежде чем президент Си Цзиньпинь решит вторгнуться на Тайвань. Но дело не только в председателе Си. Специалисты, которые изучают политику Китая, подчеркивают, в КНР по вопросу Тайваня царит полное согласие. О едином Китае мечтают все, от партийных боссов до крестьян в провинции. Это не просто геополитика. Речь идет о чувствах, самосознании и о том, как сделать Китай снова великим. Make China great again. Вы говорили, что в КНР есть политический консенсус по поводу воссоединения. Да, правильно. А есть такое же согласие в обществе? Yes. Да, в КНР, да, абсолютно. Yes. It's for sure. It's for sure. Most. Для большинства китайцев Тайвань — это Китай, без сомнений. Without a doubt. Казалось бы, зачем огромному материковому Китаю маленький Тайвань? Почему Пекин на протяжении десятилетий говорит о необходимости воссоединения, пугая островитян угрозой военного вторжения? Ответы удобнее искать на карте. Материковый Китай и Тайвань разделяет Тайваньский пролив. Это важнейшая мировая транспортная артерия. Через нее проходит около половины мирового флота контейнеровозов и большинство крупнейших морских судов. Контроль над проливом — это контроль над существенной частью глобальной экономики. А если взглянуть на ту же карту чуть шире, то становятся очевидны и другие причины важности Тайваня и для Пекина, и для Вашингтона.
Япония – базы ВМС США. Южная Корея – базы ВМС США. На Филиппинах – военные базы США. И в центре этой импровизированной линии, которая, по сути, перекрывает Китаю выход в Тихий океан – Тайвань. И согласно нашему акту об отношениях с Тайванем, у нас есть юридическое обязательство помочь Тайваню избежать войны с Китаем. Германтос – гражданин США, работает в Институте национальной обороны и безопасности, помогая Тайваню информацией и советами. Говорит, что долгие годы в отношениях Пекина и Тайбэя существует определенный статус-кво. Стороны хоть и обмениваются взаимными претензиями, но в этом не заходят слишком далеко, хотя этот худой мир может нарушить любое неосторожное высказывание. Если сегодня президент Тайваня заявит, что Тайвань — это независимое государство, к черту тебя Китай, то Си Цзиньпинь немедленно ответит и начнет военную операцию. В том самом скандальном сериале «Zero Day» вымышленная агрессия КНР начинается как раз с провокации. Хакеры взламывают телеэфир и транслируют дипфейковое обращение президента Тайваня с объявлением войны Пекину. Это развязывает руки Китаю, и тот начинает войну. В реальной жизни к фейковым новостям на Тайване относятся крайне осторожно. Здесь даже есть специальные организации, которые следят за возникновением и при необходимости разоблачением фейков. Большая их часть идет из Китая, но уже был и случай, где в распространении фейка поучаствовала и третья сторона. Накануне январских выборов президента в сетях завирусилась одна история. Мы ее рано поймали. В постах утверждалось, что правительство якобы хочет привести на Тайвань до 100 тысяч рабочих мигрантов из Индии. Мы не знаем, кто за этой компанией стоял, но ее подхватили ютуберы в Индии и российские государственные СМИ. Это было очень подозрительно. В самом Китае очень болезненно реагируют на любые высказывания, оспаривающие территориальную целостность КНР, такую, какой ее там видят. Это отношение столь ревностное, что порой доходит до казусов. Несколько лет назад голливудский актер Джон Цена, рекламируя свой новый фильм, сказал в одном из интервью, что первой страной, в котором его увидят зрители, станет Тайвань. Уже через несколько дней актер в китайских соцсетях извинялся на китайском. В информационной войне, так же как и в экономической и военной сфере, Тайвань уступает большому соседу. Чего стоит один только китайский ТикТок, в котором создается крайне привлекательный образ большой земли, не говоря уже о всей мощи пропаганды государственных СМИ КНР. Это общественное телевидение Тайваня. Жители острова, согласно опросам, доверяют ему больше всего. Но, как рассказывает нам популярная телеведущая Стелла Ту, для полноценной информационной войны их ресурсов явно недостаточно. Мы такие же общественные вещатели, как, например, BBC Великобритании. Они работают с бюджетом в $6 миллиардов США в год. Это, чтобы было наглядно, в 270 раз больше, чем бюджет общественного телевидения Тайваня. Мы работаем на сумму около $28 миллионов в год. Даже наши ближайшие конкуренты с других телеканалов на Тайване работают с бюджетом в $5 миллиардов США. И такой разрыв в финансировании сильно ограничивает нас в плане ресурсов, новостей, которые мы можем освещать, и международных событий. Но мы стараемся изо всех сил. Самый напряженный за последние годы момент между КНР и Тайванем случился в 2022. Тогда на Тайвань прилетела спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Официальный, первый за десятилетие визит американского госчиновника на Тайвань Пекин счел недопустимым и выразил протест, а потом поднял в небо истребители. Пекин был в ярости. Они устроили большие военные учения в водах вокруг Тайваня. Они запустили баллистические ракеты, которые пролетели над Тайбэем на высоте 200 километров. Но если бы вы гуляли по Тайбэю в те выходные, как гулял я, вы бы не поняли, что что-то происходит. Потому что люди просто пожимали плечами.
С одной стороны, это заслуга жителей Тайваня, что они не боятся. Но с другой стороны, это спокойствие может быть ошибкой. Всякий раз, когда кто-то спрашивает, чего же хотят тайваньцы в будущем, у нас есть очень простой ответ. Они хотят сохранить статус-кво. Более 80% в большинстве опросов отвечают, что хотят все оставить как есть. Но это ведь не решает проблему. Это просто ее перекладывание на потом. Разве нет? Совершенно верно. На протяжении десятилетий игра заключалась в том, чтобы как можно дольше откладывать решение вопроса о статусе Тайваня. Потому что на самом деле отвечать на этот вопрос не только сложно, но и очень рискованно. А люди здесь рисковать не хотят. На Тайване уже несколько лет существуют группы гражданской самообороны. Это одна из таких групп. Мы приехали на ее тренировку, сейчас медицинская часть. На самом деле это такой достаточно закрытый военный полигон, примерно в 2 часах от столицы, от Тайбэя. Но пускать нас сюда изначально не очень хотели, потому что многие участники подобных групп скрывают свои лица. Если посмотреть, у некоторых прикрыты лица масками и сейчас. А это потому, что государство, власти Тайваня до недавних пор не очень-то жаловали и поощряли подобные группы. Но все изменилось в этом году. В сентябре на тренировку подобной группы впервые приехал новоизбранный президент Тайваня. В прошлые годы местные политики отказывались официально признавать существование таких добровольческих военных организаций, чтобы не провоцировать Китай, который мог бы решить, что Тайвань активно готовится к войне. Теперь не скрывают, да, готовятся, в том числе и к войне партизанской. В этой конкретной группе обычные учителя, бизнесмены, студенты, а командует ими юрист Лоуренс, в прошлом армейский офицер. Я несколько лет провел в армии, видел все изнутри, и мне совсем не понравилось, как она устроена. Подходы очень устаревшие, никто не хочет меняться и приспосабливаться к новым условиям, а напряжение с Китаем только растет. И мне показалось важным самому начать что-то менять и готовить людей к современной войне. По легенде учений, группа попадает в засаду. Теперь им нужно отступить, унося с передовой раненых. Все должно выглядеть и звучать как можно более реалистично. За каждым шагом наблюдают инструкторы, бывшие военные. Итоги тренировочной засады плачевные. Как все прошло? Нормально или не очень? Плохо. Плохо? Почему? Они очень плохо готовы физически. Все уже очень сильно устали. Слишком долго эвакуировали раненых и оказывали помощь. Если бы это был реальный бой, они бы все погибли. В конце 90-х военный бюджет Тайваня составлял около 9 миллиардов долларов, а сейчас он примерно вдвое больше, от 18 до 19 миллиардов. Но Китай за этот же промежуток времени свой бюджет увеличил в 15-16 раз. Поэтому я считаю, что Тайвань уязвим, и ему необходимо что-то срочно предпринимать. Несколько раз в год КНР проводит в заливах недалеко от Тайваня масштабные военные учения. Тайвань отвечает своими. Тренируют в Пекине не только захват Тайваня, но и его морскую блокаду. Военная активность в заливах нарастает каждый год. Нет ли у тебя здесь ощущения, что ты уехал из страны, которая долго жила на пороге, да, войны, в страну, которая тоже в некотором роде в похожей ситуации находится? Как таковое это не ощущается, находясь здесь. Как бы все люди ходят довольные, улыбаются, ничего такого нет. Я думаю, как бы они уже привыкли и не реагируют всерьез на все эти угрозы. Никите Умникову 23 года. Он из небольшого города в Донецкой области. Линия фронта от него сейчас в 20 километрах. Из Украины он уехал после начала российского вторжения. Очень кстати, пришлось увлечение китайским языком. Тайваньское правительство хотело помочь украинским студентам, которые пострадали от войны, чтобы они прилетели на Тайвань, получили стипендию и продолжили обучение тут. И вот я подал заявку и получил стипендию и прошел сюда на магистратуру.
Тайвань активно привлекает молодых образованных людей для учебы, для работы на технологичных производствах. Это часть государственной политики. Здесь, несмотря на все геополитические трудности и постоянно идущие по соседству военные учения, Никита чувствует себя в безопасности. Пока. Как я лично думаю, рано или поздно это все-таки случится когда-нибудь. Вторжение? Добровольцем пойдешь, если начнется война? Я задумывался об этом. В принципе, возможно. Такой вариант не исключается. В любом случае, возвращаться в Украину Никита не планирует. На Тайване он хочет строить карьеру в самой перспективной отрасли – производстве микрочипов. Тайвань ежегодно закупает оружие на сотни миллионов долларов. В первую очередь у США. Ракеты, истребители, дроны. Но лучше всего от возможного нападения с любой стороны Тайвань защищает не армия. Тайвань – это мировая полупроводниковая сверхдержава. Здесь производится больше 90% самых современных электронных чипов. Такие совершенно точно есть в девайсе, на котором вы прямо сейчас смотрите это видео. Ну а заодно в военных и гражданских самолетах, космических спутниках и во всех, без исключения, компьютерах, работающих над созданием современных нейросетей. И просто так взять и построить такие же, как на Тайване, заводы по изготовлению полупроводников в Китае, США, Японии или любой другой стране мира почти невозможно. Настолько это сложное производство. Аналитики подсчитали, любой военный конфликт вокруг Тайваня нанесет мировой экономике ущерб в размере 10 триллионов долларов. Это примерно 10% ВВП всей планеты. Мировые поставки чипов будут парализованы, встанут крупнейшие заводы и целые отрасли. Так, мирный технологичный бизнес стал для Тайваня более надежной защитой, чем самое современное оружие. Мы пробовали договориться о съемке в крупнейшей компании, производящей микрочипы. Но... Нет, вы что, это невозможно. Почему? Ну это же самое секретное, самое стратегически важное производство в мире. Джереми Чанг изучает, как технологии и конкретно микрочипы влияют на политику. Он, кстати, тоже никогда не видел производство чипов своими глазами, но знает все про кремниевый щит Тайваня. У нас очень много трудолюбивых, высокообразованных, талантливых инженеров. Но еще Тайвань тесно связан с другими странами — Япония, Нидерланды, США, Корея. Таким образом, Тайвань занимает место в глобальной цепочке поставок, и нас просто невозможно от нее изолировать. Материковый Китай, как уверяет Джереми, от Тайваня в производстве чипов отстает на годы, хотя и вкладывает в развитие этой технологии миллиарды, а еще массово перекупает лучших тайваньских инженеров. Большинство сотрудников TSMC не имеют доступа в ключевые цеха производства. Там работают тысячи инженеров, и за ними буквально охотится Китай. Но какого бы ценного сотрудника они ни наняли, никто из них не знает, как работает все производство целиком. И такая система помогает сохранить все наши секреты. Производство полупроводников для Тайваня — это не только средство обороны и мега-успешный бизнес. Помните тот самый сериал, где Китай нападает на Тайвань? Так вот, снимается он как раз на деньги одной из крупнейших компаний-производителей чипов. Вопреки распространенному заблуждению, Тайвань — это не только сам большой остров Тайвань, это еще и несколько маленьких островов у самого побережья материкового Китая. Сейчас 6 утра, и мы летим на один из таких островов. Нам говорят, что картина там существенно отличается от того, что мы видели за первые несколько дней здесь. Тайваньского острова Кинман до материковой части Китая от этой конкретной точки меньше 10 километров, и вон там на горизонте уже видны высотки китайского города. И каждый день в одно и то же время отсюда начинается радиопередача. И через эти динамики туда, в сторону Китая, начинает транслироваться одно и то же сообщение. Оно начнется через несколько секунд. Я попробую перевести. Итак, в передаче с острова Кинман я обращаюсь к нашим согражданам, живущим на материковом побережье Китая. Сегодня я с радостью стою на переднем крае свободной родины здесь, в Кинмане. Меня переполняет чувство огромного счастья и удовлетворения. Я очень надеюсь, что наши сограждане на материке смогут наслаждаться той же демократией и свободой, что и мы здесь. Только в свободной и демократической обстановке у людей есть возможность реализовать свои личные идеалы. Не знаю, как давно это реальное пропагандистское средство превратилось скорее в туристическую достопримечательность, но сейчас это, скорее всего, именно так. Таких динамиков на Кинмане осталось 2. Раньше было около 50.
Кинмен, он же Цзиньмэнь, в переводе с китайского «золотые ворота». В 49-м за остров шли ожесточенные бои. Руководители коммунистического Китая планировали взять его за 3 дня. Но Цзиньмэнь остался за Китайской республикой, Тайванем. С обеих сторон тогда погибло больше 5000 человек. С тех времен на берегу остались оборонительные укрепления. В 50-х началась война гибридная. И в ответ на такую пропаганду со стороны материка на остров стала лететь другая. Через день в одно и то же время на протяжении 20 лет с материка прилетали снаряды, начиненные не порохом, а пропагандистскими листовками. Теперь и эти снаряды расходятся на сувениры. Кузнец У Цзиньтоу, или просто маэстро Ву, собирает по острову старые снаряды и делает из них ножи для продажи туристам. Говорит, уж очень хорошая сталь. Для ножа подходит идеально. Качество — это одна из причин, почему люди покупают мои ножи. А вторая причина в том, что это же не просто нож, это история. То, что несло разрушение, получает вторую жизнь и становится полезным в хозяйстве или просто красивым предметом. И это вдохновляет меня самого. Бизнес кузнеца идет так хорошо, что за последние годы он стал одним из самых богатых людей на острове. Хотя по нему и не скажешь. Туристов, в основном китайских, в его лавку привозят автобусами. Маэстро Ву говорит, снарядов в местных полях и лесах еще 1000. Фермеры до сих пор приносят то, что откапывают в своих огородах. Вот эти, еще не очищенные, принесли буквально накануне. В общем, металла хватит на годы вперед. Проблема у Ву одна. Некому передать семейное дело. Сыновья в пыльной кузнице сидеть не хотят ни за какие деньги. Но в целом нынешнее время маэстро Ву называет лучшим для острова за последние 100 лет. Ребенком я застал обстрелы с материка. Прятался с родителями в укрытии от этих вот снарядов. А теперь сюда из КНР приезжают 1000 туристов. Мы нормально общаемся, живем нашей мирной жизни. Я себе и представить не мог, что такое когда-то станет возможным. Китай для всего острова — это не просто ближайший сосед. До Большого Тайваня час на самолете, до материка полчаса на пароме. На КНР здесь завязана большая часть экономики. В магазинах можно спокойно расплачиваться юанями. Даже питьевая вода на остров поступает оттуда, с материка. После ковида поток китайских туристов сократился в разы. Это сразу больно ударило по карманам всех местных жителей. На обычно оживленном рынке пусто до сих пор. А тут еще эти постоянные военные учения под боком и разговоры о возможной войне. Продавщицы жалуются из-за политики и политиков. Тут на острове ни бизнеса, ни нормальной спокойной жизни. Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли более свободно перемещаться между островом и Китаем. Все бы от этого только выиграли. После пандемии было очень тяжело. Сейчас только из одной провинции могут приезжать, а раньше ездил весь Китай. Людям просто нужна возможность мирно жить и заниматься своим делом. Тут никто не хочет никакой войны. Все эти наши политики должны прекратить подталкивать людей к войне. Мы через все это уже проходили. Этот наш разговор слышит случайно проходящий мимо турист, как раз из Китая. Он сам просит нас дать ему сказать несколько слов. Я бы просто хотел добавить, что люди на материке тоже не хотят никаких конфликтов между Тайванем и материковым Китаем. Мы все только за мир. Никому из нас не нужны никакие войны. Тан Ксеньпо на острове родился, вырос, служил в армии. Все его братья и сестры отсюда уехали, на Большой Тайвань. А он не смог. Здесь принято, что младший из детей остается со старшими родственниками, чтобы заботиться о них. Теперь Танк тут консул, что-то вроде главы местной администрации. Говорит, времена изменились. Теперь молодые люди стремятся уехать с острова не на Большой Тайвань, а в другую сторону, на материк. Мы же все видим, как стремительно растет город по ту сторону залива, как он развивается. И молодые люди здесь, хоть они, конечно, и предпочитают демократию, но видят, что лучше зарабатывать они могут там, в Китае.
Из-за близости, во всех смыслах слова, с КНР на острове гораздо более спокойно относятся к перспективе воссоединения. А после аннексии России и Крыма и начала полномасштабной войны в Украине на Тайване стали звучать голоса, что остров Цзиньмэнь рискует стать новым Крымом. Якобы именно с его аннексией Китаем может начаться и военный конфликт в Азии. Эту же мысль часто выносят в заголовки местные и западные СМИ. Танк считает, что такое сравнение совсем некорректно. Крым гораздо более важен с точки зрения геополитики. Важнее, чем Цзиньмэнь. Экономической и политической ценности у нашего острова тоже немного. И к возвращению всего Тайваня это Пекин никак не приблизит. Так что я считаю, сравнивать нашу ситуацию с Крымом неправильно. Это Чанг Яо. На Тайване и в Китае его больше знают под прозвищем «Белый волк». Известно, что в прошлом он босс одной из самых крупных тайваньских преступных группировок – «Бамбуковый союз». На него не раз заводились уголовные дела. Сейчас Аньо – ярый сторонник воссоединения Тайваня с Китаем. На входе в его офис золотая статуя Дэн Сяопина. Уже много лет «Белый волк» возглавляет партию содействия объединению Китая. На Тайване у нее множество сторонников, хотя в парламент на последних выборах партия не прошла. Пока мы готовимся к интервью, «Белый волк» просит подчиненных убрать телевизор на стене, чтобы тот на заднем плане не загораживал надпись «Прощай, Китайская республика». То есть, по сути, это «Прощай, независимый Тайвань», неприкрытый призыв к нарушению территориальной целостности. Вот теперь можно начинать интервью. Мы на Тайване должны принять Китайскую Народную Республику, чтобы создать мирное, процветающее будущее для китайской общины и всего мира. Мы должны принять Китайскую Народную Республику, потому что они находятся на стороне справедливости, они ведут китайцев к процветающему и мирному будущему. То, что большинство молодых людей на Тайване считают себя уже только тайваньцами, а не китайцами, Чанг Яо называет трагедией, результатом многолетней пропаганды и промывания мозгов, но верит, что все поправимо. Разница между нами только в системе государственного устройства. Но у нас будет место для дискуссий и переговоров. Люди смогут общаться и решать проблемы. Сейчас трагедия в том, что все эти молодые люди забывают о своих корнях и начинают думать, что они тайваньцы. И тем самым многого себя лишают. Если Тайвань воссоединится с Китаем, то это будет мирное сосуществование двух разных систем, но одного народа. Принцип «одна страна, две системы», о котором говорит «Белый волк», это часть официальной идеологии Пекина. В теории он означает, что после воссоединения Тайвань остается демократией с независимой экономикой, но в составе КНР. Такая формула действует в Гонконге, но именно Гонконг, где Пекин жестко подавил протесты, удачным примером мирного воссоединения на Тайване не считают. Студенческие кампусы обклеены постерами в поддержку гонконгских протестов. Лидер Китая на них отнюдь не выглядит миротворцем. Если Китай — это прекрасная, хрупкая древняя ваза, то Тайвань — мощный современный процессор. Это Фредди Лим, активный противник воссоединения. В прошлом он известный на Тайване политик. 8 лет был депутатом, входил в комитеты по обороне и международным делам. А это тоже Фредди Лим, но до того, как стал политиком и депутатом. Как одна из самых ярких хэви-метал звезд Тайваня, он со сцены не раз совсем неполиткорректно комментировал международную обстановку. Вот фрагмент его выступления в 2012-м, в дни Олимпиады в Пекине. Сейчас идет Олимпиада. Не знаю, в курсе ли вы, но на ней нет команды Тайваня. Наша команда, наша национальная сборная из-за угроз коммунистов должна называться «Китайский, мать его, Тайбэй». Дерьмо собачье, не так ли? После всего, что вы говорили со сцены о Китае, о независимости, об отношениях между двумя странами, вы можете спокойно поехать в Китай? Не могу. Последний раз я был в Китае в 2003-м, а сейчас даже в Гонконг съездить не могу. А почему нет? Не знаю. Мне просто больше не выдают визу.
Лим говорит, что он, конечно, за независимость от КНР. Он хочет, чтобы Тайвань признали во всем мире как полноценное государство, а не серую зону на карте где-то рядом с Китаем. Но не любой ценой. Мы не хотим, чтобы нас контролировал Китай, и когда-нибудь в будущем мы хотим добиться равного с другими странами статуса на международной арене. А что не так с тем, чтобы быть частью Китая? Это огромная, богатая страна. Почему нет? Я думаю, что это просто другой образ жизни. Тайваньцы привыкли к свободе слова, свободе творчества, свободе всего, что только можно. Мы не хотим подвергаться цензуре со стороны правительства, которое пытается заблокировать нам YouTube и что-то еще. Мы просто хотим жить так, как живем. Мы специально не спрашивали большинство героев и экспертов здесь, на Тайване, о прямых сравнениях с Украиной и Россией. Все-таки и регион, и история, и расклады очень сильно отличаются. Но люди сами очень часто и без наших вопросов упоминали Украину. И в интервью, и потом за кадром. Нас расспрашивали о войне, о том, что, как нам кажется, будет дальше с Тайванем и Китаем. Ответов, конечно, у нас нет. Но то, что на Тайване очень боятся повторения украинского сценария, очевидно. И на многое готовы, чтобы его не допустить, сохраняя нынешний статус-кво. В конце каждого интервью мы задавали всем один и тот же вопрос. Может ли такой хрупкий баланс быть навсегда? Или со временем весы неминуемо качнутся в одну или другую сторону? Китай — это огромная, набирающая силу держава с мощной армией, которая намерена изменить статус-кво. И Тайваню придется с этим что-то делать. Я думаю, что неизбежно все будет двигаться в сторону получения Тайванем полноценного справедливого статуса. И Китаю придется с этим смириться. Наши лидеры и правители не вечные. Когда уйдут нынешние лидеры, статус-кво сразу будет нарушен. Мне кажется, люди воспринимают нынешний статус-кво как умирающий, как будто он уже на исходе. Си Цзиньпинь точно сохранять такой статус-кво не хочет. Но его приоритет — изменить баланс, не начав при этом войну. Как бы все ни развивалось, лучшее, что мы можем делать, это готовиться к войне. И мы будем готовы. 75 лет Китай ничего не может сделать с Тайванем. Логично предположить, что так будет и дальше. Я думаю, что наше правительство и наш народ готовы заплатить свою цену, чтобы этот баланс сохранить. Предполагаю, что на этот вопрос вы не ответите, потому что это будет спойлером вашего сериала, но все равно спрошу. Есть ли у вашего сериала о китайском вторжении хэппи-энд? Это зависит от того, что вы имеете в виду под хэппи-эндом. Но сериал заканчивается так, чтобы финал не вызывал ощущения обреченности и отсутствия любой надежды. Такова была наша цель. Надеюсь, у нас получилось.